Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что нас ждет в ближайшем будущем. И, конечно, останемся реалистами, всегда говорю об этом. И я в нашем прогнозе специально не ставлю сроков, согласитесь. Все это так вот, где-то в обтекаемых датах, потому что ближайшие дни это могут быть где-то и 2-3 дня, да, когда у вас что-то проиграется, как мы говорим. Может растянуться до пары недель. И я, кстати, основываюсь на ваших комментариях. А кто-то пишет: а у меня вообще это все уже произошло, это мне все знакомо. А у кого-то вообще ничего не совпадает. Поэтому будем реалистами. Ну, давайте узнаем, что нам расскажут маленькие карты. Никогда не знаешь, что выпадет. Вот такие рандомные значения, и больше они передают именно событийный ряд. Давайте альтернативный вариант рассмотрим. Жизнь не бывает полностью предсказуемой, всегда об этом говорю. И когда мы смотрим прогнозы, расклады, все равно каждый думает о своем и перекладывает вот то значение, которое вы видите, на события собственной жизни. Включим интуицию, давайте узнаем. Так что же в ближайшие дни? Для знака зодиака Дева что произойдет? Что случится? С чем будут связаны эти события, которые касаются именно вас? Старенький пасьянс, почти 40 лет ему, представляете, как долго? И явно мне его нужно как-то укрепить уже. Так, первый ряд я пока не вижу совпадений. Идем с вами дальше. Когда нет с первых карт совпадений, часто нам карты говорят, что ну вот в ближайшие, может быть, дни все идет своим чередом, спокойное течение жизни. Но, видимо, не все так однозначно. И есть завистники. Или есть те персоны, которые, маска, мои дорогие, которые вам о своих намерениях по-честному не расскажут. Они не ведут свою игру открыто. Это могут быть даже те люди, которые нам льстят. Лесть, она, знаете, так хорошо замыливает глаза. Нам кажется, человек к нам относится по-доброму. И часто бывает наоборот, тот, кто с нами спорит, это мы где-то негативно к нему относимся. А на самом деле человек просто открыто, ну, может быть, и не всегда использует такт, так это выражает, но тем не менее, вот есть какая-то правда. Может быть, и для вас это такое рекомендательное значение. И ты, дева, держи маску за пазухой, потому что, ну, есть какая-то зыбкость, непонятность, неопределенность. Потому что начни говорить что-то или о чем-то заявлять, брать на себя ответственность, то тут ведь тоже, знаете, мы еще пока не знаем, во что это в конечном итоге выльется. Поэтому будьте осторожны к своему окружению. Или к чему, на что вас там уговаривают, может быть и так. Давайте будем смотреть. У вас есть те люди, которые вас любят. Лебедь, искренность, верность, любовь. Может быть, это и эмпатия, понятно. Может быть, это вопросы личной жизни. И для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный. Но тут прекрасное время, правда. Тут полное взаимопонимание, причем, знаете, такое волшебное, которое без слов, на уровне чувств. Когда, ну, вы вместе единое целое, и это здорово. Идем дальше. Смотрите, как интересно. Кольцо, прочный союз и лебедь. Здорово. Да, есть те люди, которые вас любят. И причем по лебедю это те люди, которые готовы вам прийти на выручку, взаимопомощь, пусть даже эмоционально вот именно нас поддержать, если это один какой-то человек. И в наше сложное турбулентное время это нас окрыляет, нам придает уверенности, потому что вокруг я не могу сказать, что все люди братья, мои дорогие девы. Все же вот маска выпала, да, а смотрите, еще и змея. Поэтому вы сами включите змеиный режим. Помните, что змея наблюдает. Она сначала наблюдает, анализирует. И это по вашей части. И где-то в ближайшие дни это уже солнце в вашем знаке. И это получается как критическое мышление. Тут только один момент. Не увязнуть в перфекционизме.
Видимо, будет желание что-то, вы знаете, так это отшлифовать. Или выверить, или какое-то дело продолжить для того, чтобы именно с какой-то филигранной точностью завершить или превратить какое-то дело в шедевр. Оставьте шедевры. Для вас, скорее всего, придется переключаться на какую-то другую сферу или в какое-то другое направление, решать иные какие-то вопросы, которые вы не прогнозировали, может быть и так, или не планировали. Будьте готовы к тому, что вам могут говорить, как фейковые новости, вот, к примеру, да, все-таки змея. Вам самому нужно наблюдать или самой. Здесь еще не все однозначно, но у вас есть тот, на кого вы можете опереться. И в наше сложное время это уже более чем достаточно. И вы знаете, вас пытаются, мои дорогие девы, как будто увести с пути истинного. А у вас выпадает якорь. Якорь, безусловно, это надежность, уверенность. Может быть, где-то и финансовая стабильность, не без этого. Но кто-то, можно как совет даже воспринимать, ты оставь пока все на якоре. Вот то, что уже случилось и произошло, и это приходит к вам извне как-то, то, что вы слышите, или то, что вы ранее инициировали, а теперь будете продолжать, вот здесь, может быть, вот этот якорь на ближайшие дни вам совершенно и необходим, потому что мало достичь каких-то высот, побед. Ваша миссия, она должна быть продолжена, я часто говорю в своих видео. И мы, если, ну, берем как какую-то высоту, нам потом на этом плато нужно удержаться. Вот что-то подобное вам нужно удержаться. А вокруг мы не можем сказать, что все, знаете, так, настроены миролюбиво. Увы, нет. Но вам об этом не говорят. И все-таки и змея– это то, что для нас может быть, знаете, даже как неожиданно. Вы можете столкнуться, я не исключаю, что кто-то там, да, вынашивал какой-то хитрый план, а тут вот у него уже терпение закончится, и он где-то на нас может даже выплеснуть какие-то эмоции. Оставляйте за собой хладнокровие. Вот не поднимайте перчатку, если кто-то вас даже на словесную дуэль пытается вытянуть. В этом вы усиливаете многократно свои позиции. Точно, мои дорогие. Сейчас смотрю на маску и увидела, вас кто-то пытается вывести на спор, на ссору. Посмотрите. А нам сразу говорят, мельница. О, как интересно совпало, да, вот этот триплет. И маска. Кого-то там прорвало, будем говорить. Сидел, молчал или сидела, молчала, а здесь вот нет, ну, видимо. Или зависть, а так бывает, правда. Мне очень нравится, знаете, как сказал Борис Пастернак. Лучше не скажешь про зависть. Зависть– родная сестра и неразлучная спутница сатаны. И правда, а если мы говорим о сатане или 15-м аркане, это ведь всегда зависимая ситуация. То есть человек сидел в какой-то зависимой ситуации, наблюдая за вами, может быть, завидуя, и вот тут его, ну, так прорывает, заканчивается все-таки терпение. И у нас и маска, нож и пустые разговоры. Это ни к чему не идет. Вас пытаются как будто, ну, как перестроить в другую сторону или ваше внимание куда-то переключить. Оставайтесь верны сами себе. Вот этот лебедь и якорь– это как задачи в ближайшие дни. И в нашем раскладе и прочный союз есть уже проверенные люди. Вот они и ваш круг интересов или ваш, как надежный оплот, вот какой-то так. В нашем пасьянсе мы можем сложить крайние ряды, точнее карты в крайних рядах, как по горизонтали, так и по вертикали. Я смотрю, что тут у вас еще совпало. Откровенно говоря, не вижу совпадений. Вы знаете, если кто-то и мешает, то это помехи, которые не помешают вашу миссию выполнить, это точно. Это что-то такое, знаете, как заноза, как что-то такое мелкопакостно, извините, хочется сказать. Лучше не скажешь. Ладно, пойдем дальше. Давайте узнаем неожиданности. Я думаю, вы меня поняли, что ж тут выпадает. Ну вот есть вот, да, какое-то взаимодействие с человеком по двойке пентаклей. И это для вас как надежные люди, может быть. Но это только один человек. В ближайшие дни, значит, я могу сказать, что как минимум один. Это тот человек, кому вы можете передать свои беды или кому вы можете какую-то ситуацию раскрыть. То, что у вас, ну, как это, знаете,
принести домой своему любимому человеку ту ситуацию, которая складывается на работе. Мы же делимся, правда? Одновременно карта говорит, удели внимание финансам. Явно не в эту неделю крупные траты, мои дорогие, делает. Игра с деньгами. Карта жонглера. Карта легкости на подъем. Может быть, и вам придется куда-то так быстро собраться, подпоясаться и отправиться. Но эта карта сама выскочила. Давайте я достану. Что ж там? За неожиданности. Вот, наверное, все то, что я долгое время говорила, потому что мало тут нам чего выпало. Как бы, знаете, есть вот из всего нашего пасьянса, подытожить, чтобы, да, есть прочный союз и есть вот по Лебедю искренние, верные отношения. И это про одного человека или про одну персону. То есть вы и кто-то еще. А вокруг, ну, какой-то там происходит хаос перед началом творения. Может быть и так. И здесь, посмотрите, две двойки. Двойка пентаклей и двойка чаш. Карта любви, карта эмпатии, карта гармонии и какая-то финансовая стратегия и тактика. Поэтому в неожиданностях нам говорят, тебя-то это не касаются неожиданности, но кому-то очень хочется вас выбить из колеи, а у вас-то все равно якорь. Держите марку, мои дорогие девы, держите осанку на любых поворотах. Давайте спросим, что из прошлого, в чем вы поставили точку, вдруг будет многоточие. А вот смотрите, вы будете рады. У вас рождается что-то новое. Вы о чем-то мечтали, мои дорогие. И вы знаете, вы идете по направлению исполнения вашей мечты. Для кого-то из вас, может быть, и решится вопрос, который был такой, как тройственный союз. Может быть, отпадут те люди даже, которые вы предполагали, что доверять им не стоит. И это тоже будет для вас как новый жизненный этап. Для вас пространство будет расчищать, как и путь, так и буквально. Те, кому с вами не по пути, они отойдут в сторону. И это может быть при разных обстоятельствах. Но те, кто идут с вами, они с вами и останутся. Какой-то праздник будет. Причем вы могли сомневаться. Давайте еще одну карту достанем. Да, вы могли сомневаться, карта искаженного восприятия. Знаете, уделите внимание собственному здоровью. Все-таки это карта бессонницы. И как минимум высыпаться надо. Причина бессонницы – это часто напряжение, эмоциональное выгорание. Может быть, вам где-то сложновато внутренне. Поэтому у вас есть поддержка. И это здорово. И поэтому еще и второй момент. Если для кого-то конкретно вот эта инсомния проигрывается в реальной жизни, и это как хронический недуг, то тогда нужно подумать, может быть, обратиться к специалисту. Или банально не смотреть какие-то, да, там новостную ленту, или, может быть, фильмы какие-то, видео, да, которые не способствуют тому, что мы снимаем эмоциональное напряжение перед сном, а наоборот что-то нагнетают. Вот пусть там кто-то что-то нагнетает, мои дорогие. Берегите себя. Что в личной жизни? Давайте достанем карту такую. Энергия. Личная жизнь. Для девы. Праздник после победы, правда. Ну вот есть две двойки, 2 плюс 2, 4, надежность, вот этот самый якорь. 4 может быть и стены, или в личной жизни. Ну, знаете, поддержка, опора какая-то. Может быть и удачное решение некоторых вопросов по части дома, жилья. У кого-то могут быть и ремонты, или улучшения какие-то. Взаимодействие с вашими детьми, с вашими домочадцами, может быть. Очень добрая карта. Но это жезлы, поэтому для кого-то, может быть, и личная жизнь, она где-то пересекается с вопросами работы, или это будет, ну, по теме финансов. Но, повторюсь, очень добрая карта, когда и праздник есть, и победа есть. Ваши достижения. Ну, вот всегда пятерка недостаток. Человек нам тут сидит под мухомором. Может быть, это у вас на работе какая-то неопределившаяся ситуация. Мы об этом с целой, в общем-то, весь наш прогноз говорим. И к чему это все идет, давайте хочется. Вот смотрите, все то, что я говорила, тройка жезлов подтверждает, потому что она вас приглашает. Не сидеть вот буквально так, не раскисать. Может быть, это вот сильная эмоция, ведь всегда по пятерке пентаклей недостаток взаимопонимания или недостаток где-то финансов, или нельзя потратить деньги, может быть, или какой-то период, когда вы не решили какие-то спорные финансовые вопросы. Смотрите в будущее.
вы идете вперед. Тройка жезлов очень перспективная карта. Поэтому нам она говорит, ты, даже если, допустим, и я такое могу предположить, возможно, меняются какие-то приказы на работе или меняются, ну, как перестановки, это все уже достижения, мы смотрим, правда? Или если у вас личное дело, творчество. Я еще до карт сказала, что самое главное не страдать перфекционизмом, переключаться на что-то другое или видеть для себя дополнительный заработок или как таковой рассматривать, может быть, задуматься о карьере. И если до этого времени вы работали на той работе, ну вот на которой работали, в той должности, в которой вы сейчас находитесь, нам тоже карта приглашает нас даже. Хватит уже сидеть под этим мухомором, надо выполнить какую-то свою миссию. Именно на пару шагов вперед смотреть или принимать для себя альтернативные варианты, а не застрять под этим мухомором. И это в плане ваших достижений и одновременно заработков. В плане взаимопонимания, может быть. Здесь не настаивать на своем. Вам придется, ну, какое-то среднеарифметическое выводить из того, что сложилось уже. И планы, тезис-планы на будущее составлять, по крайней мере, так рекомендуют карты. Деньги, финансы. А тут ведь, правда, у кого-то по финансам неожиданные перемены. И вот смотрите, деньги мы не тратим, нам сказали. Может быть, какая-то перестройка идет. А мы все ожидаем, что у нас вообще, как институты финансовые, будут перестраиваться. Отчасти это сопряжено с тем, что, ну, и цифровая эпоха, мы в ней живем. Искусственный интеллект все больше и так прочнее, надежнее входит в нашу жизнь. И это может быть связано с цифровыми деньгами. Поэтому, возможно, тройка жезлов говорит, ты дело смотри немножко вперед. Немножко так вдаль, потому что есть то, что мы не можем отменить. Но нам нужно к этому вовремя подстроиться, адаптироваться. Как Чарльз Дарвин сказал, выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться. Ну, говоря литературно, адаптироваться. Здесь время ваше приходит, понимаете? Вы могли думать, вот зачем мне это все нужно, или зачем мне нужна какая-то история. Может быть, вы к чему-то привыкли. Вот эта карта принцесса жезлов называется в этой колоде «Служанка в ожидании». Это мы, может быть, ждали, что ну вот завтра все определится, и как дорога, широкое шоссе. А тут нет. Тут может быть и какой-то узкий извилистый коридор, в котором мы должны пройти так бочком. И для нас это будет сделать тоже необходимо. Но две карты, по сути дела, когда заканчивается ожидание, и мы переходим к каким-то действиям. Где-то мы, а у вас будет очень хорошо работать интуиция, мои дорогие девы. Поэтому вот на пару шагов вперед видеть просто необходимо. Мы не можем эти перемены отменить. Старший аркан будет говорить о том, что это событие извне. Это продолжит развиваться, и нам нужно правильно адаптироваться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Вообще такой интересный расклад. Я бы сказала, самое главное, вот не сделать ничего на автоматизме. Есть, я часто говорю об этом, осознанность. Когда мы, даже ступая куда-то, мы смотрим, куда мы ступаем. И даже банальные какие-то вещи, которые мы делаем каждый день. Мы смотрим на свои руки или мы анализируем, что я буду сейчас делать. Вот какой-то в ближайшие дни такой режим нам предлагают карты. Спасибо, что вы смотрите мои видео, мои дорогие девы. Благодарю за ваши волшебные искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.